Всем привет! У меня сегодня для вас очень плохая новость, особенно для любителей смартфонов и планшетов марки Huawei. Дело в том, что корпорация Google прекращает поддержку данных устройств. Больше не будут выпускаться ни прошивки для смартфонов и планшетов Huawei, больше не будут работать Google сервисы на данных устройствах, их полностью заблокируют. Не будут работать такие сервисы, как Google Play Market, Google Chrome браузер, YouTube не будет работать, вообще ничего. У меня у самого смартфон Huawei, поэтому для меня эта новость так же печальна, как и для вас. Я очень обожаю свой телефон, но, к сожалению, в ближайшем будущем он просто превратится в кусок пластмассы. Ну, максимум, что с него можно будет выжать, это фото-видеокамера и возможность прослушивания музыки с флешки. И все. Почему так произошло и зачем так сделали? Давайте разбираться. Для этого я предлагаю посмотреть видео с канала «Только факты». Поехали. Как бы это ужасно ни звучало, но корпорация Google объявила об отзыве лицензии на использование операционной системы Android у китайского производителя смартфонов Huawei и прекращении доступа аппаратов этой компании к сервисам Google Play Service и Play Store. Важная новость для владельцев смартфонов Huawei. Google прекращает сотрудничество с крупнейшей китайской компанией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. По данным прессы, решение приняли после того, как Министерство торговли США внесло Huawei в черные списки по указу Трампа. Американская корпорация приостановила сотрудничество с китайской компанией Huawei и внесла ее в черный список правительства США. Другими словами, друзья, на всех гаджетах Huawei теперь перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google, ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, ни к почте, ни к картам и, собственно, вообще ни к чему. Недоступны станут и почта Gmail вместе с браузером Chrome и видеосервисом YouTube. Но это еще не все. Вслед за Google о прекращении сотрудничества с Huawei до дальнейшего уведомления объявили три крупнейших производителя чипов – компания Intel, Qualcomm и Broadcom. Согласно данным американских СМИ, Intel является основным поставщиком чипов для производимых Huawei серверов и ноутбуков. Напомню, что в среду 15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в связи с угрозой американским технологиям. Указ позволяет президенту ограничивать сотрудничество американских телекоммуникационных компаний с иностранными структурами, представляющими непосредственную угрозу безопасности страны. Цель указа – блокировать сделки китайской корпорации Huawei на территории США. Впрочем, по данным Reuters, конкретные детали дальнейшего введения дел с Huawei еще обсуждаются, так что список запретов может измениться. Сразу после подписания указа Министерство торговли США объявило о включении Huawei в список компаний, торговля с которыми запрещена. Этот шаг запрещает покупку американскими компаниями продукции Huawei или продажу ей американских технологий без получения разрешения со стороны властей. Сообщается, что санкции не коснутся владельцев уже проданных аппаратов Huawei, которые смогут продолжать пользоваться операционной системой Android и доступом к магазину приложений Play Store. Итак, друзья, что же это все означает? Что у владельцев гаджетов китайской компании Huawei перестанет обновляться Android. То есть вы не сможете не скачать ни одной программы, ни одного приложения, ни обновления, собственно ничего. А следующие поколения смартфонов вообще не будут иметь доступ к сервисам Google. Решение Дональда Трампа уже вступило в силу 17 мая 2019 года. Лично мое мнение таково. Компания Huawei стала выпускать более надежные, более мощные, быстрые и качественные гаджеты. Те же самые смартфоны, планшеты. И они начали создавать ощутимую конкуренцию iPhone и iPad. Рейтинг iPhone начал снижаться,
продажи начали падать, Huawei только развивается, все больше и больше оборота набирает на рынке. Ну и корпорация Google решила так вот жестко и решительно уничтожить своего конкурента. А что думаете вы по этому поводу? Оставляйте свое мнение в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А я с вами пока прощаюсь, до новых встреч, пока.